Всем привет, друзья! Хочу сегодня поговорить на тему, кого швейцарцы берут к себе на работу и какую зарплату платят. Ну, здесь посмотрите, какой красивый вид за окном. Сегодня был ночью дождь, и сейчас очень красиво низко стелятся облака. Ну, в общем, по поводу того, кого именно и почему берут на работу. Это мое субъективное мнение, так что кто-то с этим может быть согласен, кто-то с этим может быть не согласен. Но я считаю, что они берут по такому же принципу, как в начале, вот когда они помогали нам с предоставлением гостевых семей, с предоставлением бесплатного жилья. То есть украинцы убегали от войны, а им предоставляли жилье. То есть местные швейцарцы давали возможность пожить в своей квартире, то есть как бы разделили свое нажитое имущество для украинца с украинцами. Также по такому же принципу, абсолютно по такому же принципу берут на работу. То есть кто-то знакомый просит своего товарища о том, что есть вот хороший человек, украинец, и ему нужно помочь взять его на работу. Ну, соответственно, работодатель, подумав, решает, что да, можно попробовать, а чем он рискует? Он ничем не рискует. Он может взять украинца на работу на какой-то определенный период, например, на полгода, и тем самым помочь ему слегка, понемножку интегрироваться в швейцарское общество. То есть мое личное мнение, что в большинстве случаев это 80-90% именно по такому принципу швейцарцы берут наших. То есть они составляют временный договор на работу, и, как правило, этот временный договор, он на период, ну, максимум год. То есть, как правило, это 3 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев. А наши украинцы думают, что их берут за счет того, что они такие выдающиеся специалисты. Нет. Мое мнение, что это не по этой причине берут на работу, а только потому, что они хотят помочь интегрироваться в общество. Вот. Что касается моей работы, там, где я работаю, здесь как раз можно сказать, что больше исключения, чем правило. Потому что здесь, на моей работе, я посмотрел в течение последних 5 лет, каждые полгода менялся сотрудник. То есть местные не хотели идти на эту работу, потому что она действительно тяжелая, она, скажем так, низкооплачиваемая, тяжелая и она, можно сказать, вредная для здоровья, потому что там приходится работать с ядами, с пестицидами, когда идет процесс опрыскивания винограда, то есть нужно контактировать с ядами. Во-вторых, лазить по горам с рюкзаком, который весит свыше 30 килограмм, это довольно-таки тяжело. Как бы не каждый готов лазить в гору в жару, когда 30 градусов и рюкзак более 30 килограмм весом. То есть это тоже сложная работа. Ну и в плане того, что в сфере агрокультуры зарплаты самые минимальные по Швейцарии. То есть агрикультура, виноделие, все, что связано с сельским хозяйством, зарплаты самые минимальные. И поэтому на моей работе реально нужен был, моему работодателю реально нужен был человек. Вот, реально нужен был человек, и каждые полгода менялись сотрудники. Ну, что касается, сколько швейцарцы платят нашим украинским беженцам. То есть мое мнение, что берут они не больше, чем на год. И сколько платят, ну, средняя, то есть не средняя, минимальная заработная плата в Швейцарии в районе 3200 франков. Но берут, в редких случаях берут на 100%. В основном берут на 80%, на 70% или на 50%. Вот. То есть, чтобы вы понимали, когда стопроцентная занятость, человек работает 8,5 часов, к примеру, в среднем 5 дней в неделю, то есть с понедельника по пятницу 8,5 часов, то в случае, когда берут на 80%, можно работать не 5 дней в неделю, а 4 дня в неделю, 8 часов 4 дня в неделю. Если в случае там 50%, то, соответственно, можно работать 2,5 дня в неделю, то есть не 5, а 2,5. То есть на одной неделе ты работаешь 3 дня, потом на следующей неделе ты работаешь 2 дня. Остальное время ты отдыхаешь. Но
У тебя даже появляется возможность, например, в случае, если ты работаешь на 50%, найти две работы по 50%. То есть на одной 50 и на второй 50. И в целом получится неплохо, в целом получится 100%. Вот, то есть сначала одну неделю, к примеру, работаешь на одной работе, а вторую неделю на второй. Или же там дни как-то чередовать. То есть можно договориться, можно найти. Вот, в том случае, если это не получается, люди устраиваются на 80%, а оставшееся время занимают походами на языковые курсы. То есть интеграционная служба для всех украинцев предлагает интегрироваться лучше, то есть ходить на языковые курсы. Вот. И вот это время, когда ты не работаешь, ты можешь ходить на курсы. Плюс к тому, что есть интеграционные курсы языковые, есть еще всевозможные секции, как, например, плавание, как, например, танцы, хор. Это тоже позволяет очень хорошо интегрироваться. Вот об этом я хотел сегодня и поговорить. Всем пока.